Всем привет, меня зовут Катя, и в сегодняшнем видео будем декорировать круглые зеркала своими руками. Два зеркала уже были на моем канале, но я решила объединить их все в одну подборку для вашего удобства. Для изготовления лепестков я взяла фоамиран. Можно заменить его, например, тонким картоном. К самому зеркалу приклеиваю лепестки на момент кристалл, потому что он не разъедает зеркальное покрытие. Для того, чтобы разместить все элементы на одном уровне, поставила в центр крышечку. Второй ряд располагаю в шахматном порядке. Я вырезала все лепестки одного размера, поэтому беру крышечку побольше, чтобы новый ряд выглядывал из-под предыдущего. Можно сразу сделать их разной длины для каждого ряда. Всего у меня получилось 3 уровня лепестков. На первых 2 уровнях по 2 ряда лепестков, а на третьем 1. Упаковка от зеркала мне тоже пригодится. Вырезаю из нее круги, чтобы закрыть изнаночную сторону зеркала. Приклеиваю петельку из джута на суперклей и фиксирую ее кусочком ткани. Заклеиваю зеркало, чтобы не испачкать его. Для покраски решила смешать 2 оттенка бронзовой краски, чтобы получить более нейтральный цвет. Еще немного разбавила ее водой и клеем ПВА. Фоамиран пористый материал, поэтому густая краска на него ложится не очень хорошо. Всего мне понадобилось 3 слоя. Вокруг самого зеркала делаю каемку из бусин. Также приклеиваю их на момент кристалл. Можно было покрасить бусины контрастным цветом, но я решила сделать их того же оттенка. Перейдем ко второму зеркалу, и на его декор я потратила больше всего времени. Для него понадобится силиконовый молд и любая самозатвердевающая масса для лепки. Я, как всегда, взяла свой любимый воздушный пластилин. В молде он не очень быстро застывает. Я это зеркало делала еще зимой, поэтому уложила молд на горячую батарею минут на 40, после чего снимала верхнюю часть молда и оставляла на нижней части до полного высыхания, уже убрав с батареи. И после высыхания можно подровнять края маленькими ножничками. Вырезала круг из гофрокартона подходящего размера и нижнюю часть срезала, чтобы она не мешала регулировать положение зеркала. Закрываю срезы картона малярным скотчем, чтобы они были более аккуратными. Красить буду бронзовой краской в 2 слоя. У меня краска глянцевая, поэтому не буду дополнительно покрывать листья лаком. Если хотите сделать эффект со старинного металла, то можно подчеркнуть рельеф темной краской.
Клею их немного внахлёст в одном направлении. Нижние листья располагаю немного под углом, чтобы они не упирались в стол. Зазоры между ними хочу заполнить воздушным пластилином с пенопластовыми шариками. И после того, как он высох, закрашиваю полностью всю раму. Подставку тоже крашу, чтобы она сочеталась по цвету с новой рамкой. Это зеркало я так и оставлю на подставке. Именно поэтому для его декора я использовала воздушный пластилин, чтобы рама была легкой и зеркало осталось устойчивым. Настала очередь зеркала, которое показывала вам не так давно, но все же решила тоже включить его в свою подборку. Для его основы тоже буду использовать картон. Обвожу сначала само зеркало, а вокруг него небольшую круглую крышечку. Получается такой цветок с 18 лепестками. Также я вырезаю и отдельные кружочки. Сделала их все одного размера, но тут уже по вашему желанию. Приклеиваю их в шахматном порядке поверх нарисованных лепестков. И на том же уровне, но уже под основу. И промежутки тоже заполняю кружочками. Очень часто при работе с картоном я использую именно клей-карандаш. Он быстро сохнет и от него картон не раскисает. Крашу картон густой акриловой краской, не распределяя ее равномерно. Оставляю полосы и потеки, они и будут создавать фактуру. Для этого зеркала я выбрала цвет античной бронзы. Его же я смешивала с бронзовой краской для покраски первого зеркала. Для того, чтобы подчеркнуть рельеф и добиться состаренного эффекта, сильно разбавляю черную краску, а излишки убираю влажной тканью. Освобождаю зеркальце от крепления и приклею его на клей-момент, который не разъедает зеркальное покрытие. Чтобы зеркало с новой рамой смотрелись одним целым, делаю каемку из гранулята. Он используется для наполнения мягких игрушек. Гранулы покрываю той же краской, только немного разбавила ее клеем ПВА и водой, для того, чтобы легче было тщательно все прокрасить. Спасибо за просмотр, надеюсь, что вам понравилась моя подборка и вы обязательно найдете в ней вдохновение для себя.